Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Говорят, что бездельничать с удовольствием гораздо полезнее, чем работать без радости. Да кто бы спорил, но вот не отдыхается мне. Ни сна, ни отдыха измученной душе. Шью, а лоскутиков меньше не становится. Хочется уже избавиться от этой мелочи. Сами видите, кусочки чуть длиннее 7 сантиметров и шире 3 сантиметров. Такой способ работы я уже не раз показывала на своем канале. А он мне нравится. Ну, как обычно, облегчаем себе работу. Возьмем полоски клеевого флизелина шириной 7 сантиметров. И на них начинаем нашивать мелкие лоскутки. Естественно, на поверхность с клеем. Шьем сразу много, гирляндой. Если у нас попадается длинная полоска, то ничего не отрезаем, продолжаем с ней работу на следующем кусочке флизелина. Никто не знает, какой именно кусочек будет следующим, подойдет по длине и цвету. Еще я вспомнила, что у меня остались обрезки, уже сшитые полоски от предыдущих проектов. Их тоже можно привести к общему знаменателю, подровнять и тоже использовать. Нашитые кусочки приутюжим к флизелину, так их укрепим. А теперь остается только подровнять края, отрезать лишнее. Полученные ленты можно скрутить в трубочки и так хранить. А когда надо будет что-то сшить по-быстренькому, у вас уже готовые пестрые лоскутные ленты. Бери и шей. Но, как говорится, зачем откладывать на завтра то, что можно съесть сегодня? Тем более, что я увидела в интернете картинку и решила повторить. Скажу сразу, уже после того, как я все дошила, поняла, что можно было это сделать немного по-другому. Но хочу все-таки показать вам этот вариант работы. Шить будем по клеевому флизелину. Нарежем квадраты 22 на 22 сантиметра. И строго по диагонали укладываем наши лоскутные полоски. Именно от этой точности будет зависеть то, насколько точно состыкуются потом все уголочки. Если не доверяете глазомеру, то можно на флизелине нарисовать диагональ и другие вспомогательные линии. Из светлой ткани выкроем полоску шириной 7 сантиметров. Можно сразу же прикинуть, какая длина нам подойдет, и отрезать лишнее. Все нужные детали расположим к себе поближе, под рукой, и приступим к работе. Прошили одну заготовку, нитки не обрываем, переходим к следующей. В лоскутном шитье и так получается очень много мелких швов, поэтому где только возможно стараемся шить гирляндой. Детали разъединить, разрезать нетрудно. После каждого этапа работы обязательно все проутюживаем. Здесь как раз пригодится мини-гладильная доска, которую я сделала сама из разделочной доски, и маленький дорожный утюжок. Такие продают в любом магазине бытовой техники. А уже после этого будем нашивать полоску светлой ткани с другой стороны цветной части. И опять все проутюжим. После этого надо будет тщательно подровнять заготовки, отрезать лишнюю ткань. Удобнее равнять по другой заготовке. Так мы можем посмотреть, чтобы все начала швов совпадали. А потом по линейке еще раз все проверяем и отрезаем.
И остается только закрыть уголочки. Чтобы все было ровно, можно наметить контрольные точки и линии швов. Сразу же промеряем глубину этого уголочка. Из темно-синей ткани вырежем полоску на 2 сантиметра шире. У меня получилось 10 сантиметров. Когда будем работать за швейной машинкой, делаем следующее. Дошили до конца детали, потом примерно 3 сантиметра шьем просто по синей полоске и только после этого подставляем следующую деталь. Зачем такие сложности, вы сейчас увидите. Отшитые детали проутюживаем, проверяем углы и отрезаем лишнюю ткань. А оставшийся кусочек, выпад кроя, как раз идеально подойдет по размерам, чтобы закрыть второй уголок. Шей до пари, не будет пустой поры. Главное, следите за тем, чтобы все швы были параллельными. Детали отгладили, подровняли. Можно приступать к раскладке и дальнейшему соединению. Мой любимый способ – шить вертикальными колонками. Сначала соединяем детали первую и вторую, потом третьей и четвертой. Кстати, посмотрите, какой интересный вариант раскладки можно сделать. Просто немного под другим углом разворачиваем наши заготовки. Но сегодня все-таки остановимся на первом варианте. При работе за швейной машинкой надо следить и проверять, чтобы все уголочки цветных деталей совпадали. Показываю промежуточный результат. Прошили вместе первую и вторую, третью и четвертую колонки. Теперь надо соединить их между собой. Видите, какое полотно получается? Оно все держится на швах и нитках. Остается только сделать соединительный шов по горизонтали. При этом надо следить, чтобы в местах стыков и соединений припуски на швы были направлены в разные стороны, чтобы не было утолщения ткани. Вот такое полотно у меня получилось. Не очень большое, 84 на 104 сантиметра. Я использовала 20 блоков. Девочки дорогие, я дала вам идею. А как вы будете ее воплощать, уже полностью зависит от вас. Может быть, вы сошьете такую декоративную подушку, или небольшой коврик, или детская одеялка, или большое покрывало. Смотрите и думайте сами. А мне пришла в голову еще парочка интересных идей. Я их обдумаю, сделаю и обязательно покажу продолжение работы с этой заготовкой. А вы подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!